Здравствуйте, стрелецы! Сегодняшний второй прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на вторую половину месяца февраля, а именно период с 15 по 28 февраля. Давайте посмотрим, что стрельцов ожидает в этот отрезок времени. Какие вам карты выпадут на эти, скажем, 2 недели, что интересного у вас произойдет. Расклад я делаю на одной колоде. Надеюсь, вам такой вариант расклада нравится. Пишите ваши комментарии, отзывы оставляйте, а также не забывайте подписаться, кто еще не подписан на мой канал. Я всегда очень рада новым зрителям, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, я буду очень рада. Итак, давайте посмотрим. Первая карта у вас 8 кубков. Кто-то из вас может уходить от чего-то, что исчерпало, возможно, себя, либо сложилось не так, как вы ожидали, не так, как вы хотели, не так, как вы планировали, или что-то может быть, перестала вам приносить удовольствие или перестала вам нравиться. То есть вы всерьез думаете о том, что вам, возможно, нужно уйти от чего-то старого, что вам не приносит радости, и двигаться к чему-то, что имеет больший смысл в вашей жизни. Может быть, что даст большую надежду или больше радости в целом, больше удовлетворения в вашей жизни. То есть кто-то из вас действительно хочет двигаться в этом, может быть, даже неизвестно, да, для вас это направление будет, но вам хочется уйти от чего-то, что вас не устраивает. Тут же карта страшного суда, карта какого-то разбирательства. Может быть, вы подвергаетесь осуждению, может быть, вас за что-то судят, и вы хотите отвернуться от этой ситуации, уйти, да, там, где вас осуждают, там, где вас не ценят, к примеру, по страшному суду. Либо для вас страшный суд — это вот именно то поворотное решение, переворачивающее все с ног на голову, когда вы принимаете решение, когда вы делаете выбор развернуться, уйти от некомфортной для вас ситуации, и вы готовы двигаться по новому пути, по пути обновления, пути возрождения, потому что вы готовы сделать этот выбор, вы готовы сделать выбор и сказать «да», соответственно, или сказать «нет» какой-то ситуации. Даже если вам может быть страшно, или вы думаете, что впереди здесь карта показывает Луну, здесь ждет вас много неизвестного, или вы выходите из своей зоны комфорта, но вы, тем не менее, можете перевернуть что-то в своей жизни кардинально, и вы несете ответственность за этот свой выбор, за это свое решение, за какие-то свои действия здесь, соответственно. И последствия, даже если они будут от кого-то осуждающие, эти последствия того, что вы делаете, они вас не сильно затрагивают, потому что вы принимаете решение. И здесь вы думаете о чем-то достаточно долгосрочном, возможно, очень серьезном, да, поэтому это серьезное какой-то выбор, и вы здесь тщательно подходите к этому выбору. То есть тщательно обдумываете ситуацию, потому что понимаете, что этот выбор может коренным образом изменить вашу жизнь. Будем надеяться, что к лучшему. Давайте посмотрим. Дальше у вас есть 4 мечей. А 4 мечей, она, возможно, да, для некоторых из вас показывает, что вам нужно отдохнуть, вам нужно сделать паузу, вам нужно сделать шаг назад. Может быть, вы устали просто, возможно, вы чувствуете себя измотанными, возможно, вам нужен перерыв просто для отдыха, там отпуск или еще что-то в таком духе. То есть отстраниться пока что от источника конфликта или от источника проблем, чтобы посмотреть на ситуацию, оценить ее, или просто сделать паузу в вашей работе, пока вы должны отдохнуть, чтобы прийти к следующему шагу с новыми силами. Да, возможно, вы должны перерыв сделать в вашей работе, над чем вы трудились. Может быть, вы, знаете, должны от чего-то исцелиться, как будто оправиться, отдохнуть, в конце концов, просто дать себе возможность полежать на диване, отдохнуть. То есть 4 мечей здесь показывает отдых, покой, по этой карте, да. И дальше идет 5 жезлов. 5 жезлов — карта в целом конфликта, карта какой-то неразберихи, конкуренции, каких-то ситуаций, выяснения отношений. Но это может быть и внутренний конфликт, это могут быть ваши внутренние колебания постоянно, потому что важное решение нужно принять, и вы здесь стараетесь разобраться с вашими истинными чувствами. И, кстати, это может этот выбор привести к конфликту с другими людьми, да, то есть принести какую-то сумятицу или неразбериху в отношениях с вашим окружением и нарушить взаимопонимание, допустим. Возможно, здесь
это сочетание, может быть, да, всех этих моментов также, но вас это сильно может утомлять. Опять-таки, от этого вам, возможно, нужно отдохнуть, то есть сделать перерыв. Может быть, от какой-то работы, где вы постоянно трудились, прикладывали усилия, решали какие-то вопросы, да, и вели себя достаточно мужественно и сильно. Вам, возможно, нужно просто здесь, немножечко отдохнуть, тоже сделать в своем смысле, в каком-то понимании, сделать какую-то паузу. Давайте посмотрим, что здесь у вас еще есть. Следующая карта у вас карта шестерка пентаклей, карта сила. Карта сила, карта шестерка пентаклей. В целом карты достаточно хорошие. Да, это карты, которые здесь нам показывают, что в целом шестерка пентаклей карта, которая показывает отдачу, показывает получение и в целом баланс между отдачей и получением, и может показывать необходимость быть более открытым и восприимчивым к тому, чтобы отдавать больше себя, может быть, своего времени, а также и получать, быть готовым получать информацию или получать какую-то помощь, или получать что-то материальное. То есть вы здесь как будто бы вот в этом находитесь на каком-то обмене энергии или чем-то материальным, возможно, на работе или в отношениях, независимо, да, какая-то ситуация, это такой общий расклад, но здесь шестерка пентаклей может показывать, что источником конфликта или спора является чувство, что кто-то отдает больше, чем другая сторона. Может быть, вы отдаете больше, чем другой человек. Или как будто бы этот человек выясняет с вами отношения, пытается, потому что думает, что отдает больше, чем вы. Есть какое-то как чувство несправедливости, неравноправия, как будто бы нет получения чего-то взамен. Да? И кто-то, может быть, от такого устал. Вы можете чувствовать перегруженность, чувствовать себя уставшим, перегруженным в этой ситуации. Ну и тут же карта силы, это, да, карта силы, которая показывает, что даже несмотря на то, что вы можете получать недостаточно взамен, возможно, здесь, тем не менее, у вас есть ощущение вот этой вашей силы, духовной силы, вашего эмоционального какого-то состояния, такого достаточно сильного. То есть вы здесь не сдаетесь в этой ситуации, вы здесь не опускаете руки, вы здесь понимаете, что вы все равно имеете определенную степень влияния по этой карте. Да, по карте сила. То есть карта на самом деле все-таки неплохая. Да? Давайте посмотрим дальше, что здесь еще может быть. Карта мир. Последняя карта в старших арканах. Да, карта мир. Карта, которая в целом показывает какой-то важный этап, важную главу в вашей жизни, когда вы прошли через множество глав и циклов в вашей жизни. Знаете, какие-то серьезные такие фундаментальные для вас вещи, которые происходят у каждого из нас в течение жизни, там юношества, взрослой жизни, когда там обучение в университете, там замужество, допустим, какие-то такие важные этапы. И карта мира, она показывает, что какой-то важный этап в вашей жизни, он подходит к концу. И это, как, знаете, хорошая такая вот карта, соответственно, которая показывает успешное завершение этого цикла или этапа, когда вы можете перейти к другому, может быть, еще тоже успешному периоду, к другому этапу, другой главе вашей жизни. И да, это потребует от вас силы. Может быть, вам нужна сила, чтобы противостоять вашим страхам или вашей неуверенности, тому внутреннему конфликту, через который вы проходите в том, чтобы уйти от чего-то, что вам не нужно больше, да, что вы уже прошли, что вы уже пережили, и начать новый период, как будто бы принять такое решение. Возможно. Давайте посмотрим дальше. Карта Верховная Жрица и карта туз кубков. Карта Верховная Жрица, карта, таких, знаете, здесь каких-то интуитивных, может быть, ощущений, которые для вас будут важны. Опять-таки, вам нужно будет разобраться, какое решение правильным, и вы интуитивно стараетесь здесь это решение принимать. Вы понимаете, что, несмотря на страхи, вы принимаете правильное решение, вы делаете правильный выбор, соответственно, такая очень духовная здесь эта карта. И не зря она в таком синем цвете, потому что она показывает интуицию, которую вы здесь подключаете, когда вы стараетесь услышать свое внутреннее чутье, какую-то вашу связь с космосом, соответственно, и вы должны к ней прислушаться. Именно она подскажет вам, как здесь поступить правильнее. То есть включить вот это свое ощущение подсознания, интуитивности.
внутреннее свое чутье и не игнорировать свои внутренние ощущения, может быть, не игнорировать какие-то тревожные сигналы или какие-то подсказки, которые вы чувствуете, потому что это как знаки, которые вам даются, чтобы вас не, может быть, да, направить на правильный путь, чтобы вы правильное решение, соответственно, приняли. И вам нужно постараться прислушаться к такого своего рода, может быть, знакам. Да? А здесь карта, следующая карта туза кубков, которая у вас здесь есть. Но в целом, да, она говорит, что это, возможно, движение к чему-то более эмоциональному, хорошему, какому-то хорошему началу. Единица — это начало и возможность, начало нового пути, который обещает быть эмоционально насыщенным, очень радостным для вас, очень оптимистичным. Да, туз кубков — это карта хорошая, карта каких-то новых открытий, новых счастливых моментов. Может быть, в отношениях, может быть, в доме там вашем, да, в окружении с близкими, но в целом это карта очень хорошего начала, очень оптимистичного для вас начала. Может быть, для кого-то и начало нового карьерного пути, или начало новой работы, или там начало обучения. То есть расклад общий. И может быть очень много разных значений здесь на самом деле. Но в любом случае карта туза кубков очень-очень хорошая. Давайте посмотрим следующие карты, какие у вас есть. А карта маг. Да, выпадает карта маг, карта тройка жезлов, карта маг, карта тройка жезлов, карта, в целом, карта мага, карта волшебника, карта чародея, карта человека, у которого есть все ресурсы для того, чтобы свои мысли в порядок привести, чтобы убедиться, что вы все правильно делаете, потому что вы четко видите и понимаете, как лучше сделать. Опять-таки интуиция здесь дает свое, да, добавляет свое. Маг — это такая очень мощная сила, которой вы обладаете и можете себя проявлять в этой силе. Это проявление через свою личную силу, потому что маг начинал как ученик, но он дошел до мастера благодаря своему труду, благодаря пробам, ошибкам каким-то и успехам, и неудачам, которые его, соответственно, закалили и сделали его мудрее и сильнее. Но он достигает цель свою благодаря вот этим навыкам, благодаря опыту, благодаря мудрости, благодаря знаниям. То есть он умело сочетает эти 4 стихии, здесь мечи, пентакли, кубки и жезлы, для того, чтобы, сочетая вот эти вот свои знания, прийти к нужной цели. И здесь речь идет о воплощении в физическую реальность того, что вы в своей жизни хотите, потому что тройка жезлов, вы поставили себе цель, вы смотрите в далекие какие-то горизонты, вы видите хорошую перспективу, и вы здесь все свои навыки, собственно, прикладываете для того, чтобы достичь той цели, которую вы хотели. Может быть, вы уже проделали очень большую работу и заложили какую-то очень хорошую основу, и вы смотрите в будущее сейчас с надеждой, с позитивом, с оптимизмом, с вот этим вот каким-то неиссякаемым жизнелюбием, возможно, да? То есть достаточно хорошая карта. Вы можете, да, сделать паузу, вы можете отдохнуть здесь, но вы понимаете, что вы уже много сделали, и у вас еще впереди очень много возможностей для этого роста, для этого развития, достижения каких-то, может быть, финансовых успехов, каких-то горизонтов карьерных, а у кого-то любых других целей, которые вы себе поставили, и вы смотрите в это светлое для вас будущее. Давайте посмотрим, что еще есть. Есть еще карта умеренность. Карта, кстати, стрельца, это карта ваша. Это карта баланса, карта гармонии и понимание, что опять-таки нужно сохранять баланс и гармонию в принятии важного вам решения. Не торопиться, не суетиться, быть душевно в состоянии такого спокойствия, соответственно, для того, чтобы не принимать какие-то решения в попыхах. Карта умеренности, она показывает, что вам нужно здесь находить компромиссы с окружающими людьми. А карта пятерка мечей тут также, да, но давайте еще карта правосудие или карта справедливость, да, ее называют. Вам нужно постараться не реагировать импульсивно. Вам нужно постараться здесь не позволять своим эмоциям или реакциям на аргументы других людей влиять на вас и на ваше решение, на то, что вы здесь принимаете. Потому что здесь, да, может быть какая-то группа людей, которая вас не поддерживает, допустим, или какие-то изменения, которые в вашей жизни происходят, они не нравятся там окружающим вашим людям. Поэтому здесь и пятерка жезлов может быть, да, и пятерка мечей. Да, вам нужно не ввязываться ни в какие
такие проблемы, но стараться и из ссор тоже уходить, то есть не ввязываться в ссоры, не втягиваться в пустяковые какие-то ссоры снова и снова из-за какой-то ерунды, да, какие-то конфликты или выяснения отношений. То есть вам не нужно раскачивать эти чаши весов и вызывать какие-то конфликты. Находить компромиссы и уходить от каких-то конфликтов, может быть, от каких-то конфликтных отношений, независимо от того, что там делают другие люди, или что они говорят, или как они поступают, да, то есть вас не должно это беспокоить, вы не должны позволять себя втягивать в какие-то мелочные действия, в какие-то неприятности, которые пытаются спровоцировать другие люди или создать другие люди. То есть вам нужно здесь быть очень и очень честными со собой, да, и очень справедливыми. То есть независимо от того, что делают другие люди, но вы несете ответственность за то, что происходит в вашей жизни. Да, и вы должны здесь быть очень честны с собой в первую очередь и поступать этично, правильно, да, справедливо, исходя из той мудрости, которая у вас есть, тех знаний и опыта, которые дает вам маг. И в целом справедливости, да, законности, в конце концов. Делайте то, что по закону, то, что правильно, не нарушаете закон. И в таком случае действительно у вас будет карта туза кубков, хорошая перспектива и хорошее начало, которое приведет вас к успеху. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для стрельцов мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя, берегите своих близких, подписывайтесь на мой YouTube канал. Я всегда очень рада новым зрителям. До скорого!